Сегодня мы приготовим нежный, тающий во рту медовик, пропитанный сливочно-сметанным кремом с лимонной ноткой. Сахар, масло и мед растопить на водяной бане до полного растворения. Доводить до кипения смесь не нужно. Добавить соду и смешать. Масса увеличится и станет светлее. Снять с водяной бани, помешать венчиком и ввести яйца по одному. Добавить просеянную муку, но добавляйте не всю, а сколько возьмет тесто. У меня ушло 320 грамм муки. Количество муки указано с присыпанием для раскатки коржей. Тесто должно получиться тягучей консистенции. Вывалить тесто на стол, присыпанной мукой. Добавляя муку, вымесить тесто. Оно получается мягким, эластичным. Разделить тесто на 6 частей. Сделать колобки. Тесто не забито мукой, поэтому немного плывет. Накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильник. Через 20 минут достать один колобок, а остальные переместить в холодильник. Поверхность присыпать мукой. Колобок сплющить между ладонями. Затем придавить на столе. Обвалять с двух сторон и тонко раскатать корж. Размер коржа должен быть чуть больше размера формы, по которой будете обрезать корж. Для этого приложить форму и проверить. Противень присыпать мукой и перенести корж. Выпекать коржи в духовке при 200 градусов 5-7 минут, но вы ориентируйтесь на свою духовку. Выпекать до золотисто-коричневого цвета. Сразу после выпечки обрезать корж по форме. У меня форма 22 сантиметра. Обрезки понадобятся для посыпки торта. Пока теплые, можно измельчить руками или, когда остынут, измельчить в блендере до состояния крупной крошки. Вот такая посыпка получилась. Крупная крошка и пыль. Кисточкой стряхнуть муку. Таким образом выпекать все остальные медовые коржи. Можно испечь их заранее, они хорошо хранятся. А теперь приступаем к приготовлению крема. Холодные сливки взбить миксером или блендером. Как только начнут густеть, небольшими порциями всыпать сахарную пудру. Влить лимонный сок. Добавлять сметану по ложке и продолжать взбивать. Добавить цедру лимона. Должен получиться довольно густой крем. Под нижний корж прямо на блюдо добавить немного крема, тогда он лучше пропитается. Обильно промазать кремом все коржи.
Рассчитайте, чтобы использовался весь крем. Только 2-3 ложки оставить для украшения и убрать в холодильник. Примерно на 1 корж чуть больше половника. И, кстати, собирать торт только после полного остывания коржей. Бока торта хорошо промазать. Аккуратно убрать лишний крем. Промазывайте бока так, чтобы не было видно коржей, тогда они хорошо пропитаются. Обсыпать торт крошкой, но не весь. Обсыпать бока и немного по краю верхнего коржа. Центр оставить без крошки. Убрать торт в холодильник на ночь. Перед подачей смазать верх кремом, который оставили для украшения. Украсить клубникой или другими ягодами. Аккуратно выложить по краю половинки клубники. В центр вывалить нарезанную клубнику, присыпать сахарной пудрой, а также украсить миндальными лепестками, мятой. Как по-другому можно украсить медовик, я оставлю ссылку здесь и в описании под этим видео. Медовик получается очень нежным, хорошо пропитанным. Лимонная цедра добавляет нотку свежести. Приготовьте медовик по моему рецепту, заварите вкусный чай и наслаждайтесь вкусом.